Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию, по вашим просьбам, я хочу предложить рецепт потрясающих мегрельских и аджарских хачапури. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Вы будете в полном восторге. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 1 килограмм муки пропускаем через сито. У меня мука пшеничная, белая, высшего сорта. Я сразу добавляю всю муку, потому что я знаю, что на этот рецепт точно уходит 1 килограмм муки. Но мука может отличаться, поэтому 1 килограмм отвешивайте, а там уже будете смотреть по консистенции. Добавляю сюда 1 столовую ложку сахара. Делаем углубление. Сюда же 10 грамм сухих дрожжей, если свежих прессованных, в 3 раза больше, 30 грамм. Все смешиваем. Очень удобно это сделать венчиком. Если вы в дрожжах своих уверены, то тогда вот такой способ очень даже хорош. Если не уверены, обязательно нужно будет воду, сахар, дрожжи, под крышечкой дать немножечко, минут 10 активироваться дрожжам и потом уже тесто замешивать привычным вам способом. Но желательно соль и сахар не смешивать. Сюда же добавляю 1 ложку столовой соли. У меня гималайская, она поэтому розовая. Вы можете любую соль добавить. Все смешиваем также. Делаем углубление в муке, чтобы нам удобно было. И сюда же выливаем молоко 400 мл, 200 мл горячей воды, но не кипяток. Сюда же 1 яйцо. И начинаем замешивать тесто. Честно говоря, я вам советую сразу замешивать тесто вот на 1 килограмм. Да, здесь теста получается много, но вы здесь добавляете 1 яйцо. Если вы возьмете пропорции меньше муки и 1 яйцо, яйцо сделает ваше тесто более тугим. Вот именно такое соотношение ингредиентов, как вот в этом тесте, вы можете это тесто замораживать. Оно просто идеальное. Тесто получается как пух. У каждой хозяйки в Грузии свой рецепт хачапури. Я вам предлагаю уже полюбившийся мной рецепт. Такое тесто можно готовить впрок, его можно держать в морозильной камере. Но мне вообще нравится, когда, конечно, свежее. Когда свежее тесто, совершенно по-другому получаются они. Сюда же добавляем 80 мл растительного масла. У меня обычное масло без запаха. И все хорошо начинаем вымешивать. Еще будем добавлять сюда сливочное масло. В присутствии в тесте 2 вида масла. Изумительная выпечка получается. Очень нежное тесто. Из этого теста можно готовить, понятно, хачапури, пирожки в духовке, осетинские пироги. Очень вкусные получаются с разными начинками. Нам тесто сейчас нужно будет вымешивать, поэтому мы его выкладываем на рабочую поверхность и вымешивать будем хотя бы 5-7 минут. Выкладываем тесто и начинаем его месить. Сейчас будем добавлять сливочное масло. У меня в пачке 113 грамм. Третью часть добавляем сюда. Это где-то 35 грамм. И начинаем вмешивать. Сейчас тесто будет расслаиваться. Пусть это вас не тревожит. Просто продолжаем месить тесто. Немного на шпатель растительного масла, в данном случае у меня оливковое, без запаха. И собираем. То, что тесто прилипает, оно после расстойки будет более податливое. Поэтому ни в коем случае муку не добавляем. На руки тоже немножко масла. И сейчас тесто заключительно отбиваем. В чистую емкость немного растительного масла. Основание емкости все хорошо промасливаем. Лицевой частью выкладываем тесто и сейчас его вот так вот подкатываем в шар. Накрываем крышкой, либо пленочкой и дадим расстояться 1 час. Каждые 30 минут обязательно обминка. И посмотрите, какая у нас тут красота.
На рабочую поверхность немножко муки. И сейчас разделываем тесто. Посмотрите, какое оно воздушное, просто изумительное. Нам нужно по 400 грамм на менгрельский хачапури и по 200 грамм на аджарский хачапури. Я делаю большие хачапури, поэтому для менгрельских хачапури 500 грамм. Вот у меня 2 менгрельских будет по 500 грамм. И 2 по 300 грамм, это будут аджарские хачапури. Готовые хачапури можно заморозить. И вот у меня где-то остается 200 грамм, я еще могу сделать пиде-лодочку. Или я заморожу это тесто, или в холодильник, и завтра могу что-нибудь еще испечь. Подпыляем мукой. Нам нужно скатать в ровные шарики. Специальную доску тоже подпыляем мукой. Здесь мы будем формировать заготовки. Скатываем шар. Вот такой получается. Тесто все пузырчатое. Посмотрите, какое тесто изумительное. Готово. Подпыляем поверхность мукой, чтобы было достаточно муки, но не слишком много. И выкладываем заготовки. Каждая манипуляция с тестом обязательно нужно дать тесту немножко отдохнуть. Накрываем пленочкой буквально 5 минут. И накрываем полотенцем. Двойную марлю нам нужно отжать творог. Если у вас есть сыр брынза, эмеретинский сыр, вам крупно повезло, то вы тогда просто его натираете на терке. Либо в тонкий батист можно. Чем суше будет творог, тем лучше у вас будет тянуться хачапури. Отжимаем как можно, сколько есть мочи у вас, силы. Видите, сыворотка, сколько сыворотки, она нам не нужна. 600 грамм творога отправляем в миску. Теперь нам нужно довести до состояния слабосоленого сыра. Все хорошо смешиваем. У нас в начинке должно быть эмеретинский сыр 50% и сулугуни 50%. Поэтому, если мы сейчас творога добавили 600 грамм, мы должны добавить сулугуни натертый 600 грамм. Также добавляем 30 грамм сливочного масла. Все хорошо смешиваем. Хачапури получатся очень сытные, очень ароматные и со сливочным вкусом. Это очень калорийное блюдо, конечно же. Очень гениальное, очень вкусное. Но на самом деле мы его часто не едим. Но если уже собираемся большой компанией, конечно, без хачапури застолье у нас не проходит. И все в восторге. Сюда же добавляем 1 яйцо. Смешиваем все. И сюда же добавляем натертый сулугуни 600 грамм. Сулугуни может быть чуть-чуть больше, но не меньше. И сейчас все смешиваем. Вот такая масса у нас получилась. То есть у вас должно быть тесто, если, предположим, у вас 400 грамм, 500 грамм сыра на 1 хачапури, менгрельский. Если у вас 500 грамм теста, 600 грамм сыра на 1 менгрельский хачапури. Если у вас 200 грамм теста на аджарский хачапури, то тогда 250 либо 300 грамм сыра должно быть, вот смешанного. Тогда будет очень вкусно. Тесто у нас прекрасно расстоялось. С аджарскими хачапури будем работать позже, поэтому их обминаем. Выпускаем углекислый газ, они еще пусть растаиваются. Сверху тоже присыпаем, чтобы пленка не прилипала. Начинаем разделывать тесто. Доску подпыляем мукой, сюда будем выкладывать заготовки наши. Подпыляем мукой. Перекладываем на лицевую часть. И сейчас нам нужно распластать. Тесто у меня здесь 500 грамм. Начинки, вот посмотрите, 600 грамм. И сейчас мы собираем, как если бы мы с вами готовили хинкали. Сильно тесто не натягиваем.
и так, чтобы воздух не оставался внутри. У меня на канале уже есть рецепт потрясающих хачапури классических, грузинских. Я оставлю ссылочку под видео в описании. Посмотрите, мои хорошие. Я думаю, вам понравится тот первый вариант тоже. Я очень много благодарности получаю за то видео, и поэтому с вами снова делюсь. И вот сейчас мы вот так прижимаем, переворачиваем на шов. Все делаем аккуратно. Это не трудно. Вот так сильно не прижимаем до конца. Вот так оставляем заготовку. Пусть начинка привыкнет с тестом, поженится между собой. Перекладываем на доску. Вот так заготовочку. И дадим буквально 5 минут отдохнуть. А пока со вторым. Духовку я уже включила на 250 градусов, чтобы она хорошо разогрелась. Вот так пальчиками распределяем. И также выкладываем начинку 600 грамм. У меня компания большая сегодня в гостях будет, поэтому я готовлю мега хачапури. Когда к нам приходят гости, это интернациональные представители разных наций. Они просто в полном восторге от этой кухни. И это видео с хачапури на моем канале «Вкусная еда с Хадиджей» набрало много миллионов. Посмотрите, мои дорогие, я думаю, вам будет и полезно, и интересно. И эта заготовка готова. А сейчас готовим второй хачапури. Пока первый выпекается, все происходит очень быстро. Мегрельские хачапури должны быть тонкими. Сверху посыпаем 70 или 100 грамм сыра и выпекать будем при 250 градусах 8-10 минут. Так, чтобы у вас тесто не прорвалось где-то здесь, поэтому мы делаем дырочки. Солнечные мегрельские хачапури готовы. Посмотрите, какие они красивые. Разрезаем на порционные кусочки и пробуем, и угощаем своих любимых и близких. А сейчас аджарские хачапури дождались своего звездного часа, тоже подошли. Посмотрите, какое тесто. Лицевой частью выкладываем. И нам сейчас нужно скатать в небольшой эллипс. Слишком много муки не нужно. Вот такая толщина. Обычно аджарский хачапури. Тесто 200 грамм. Сыра, смешанного сыра, должно быть где-то 250. У меня сейчас здесь 300 грамм, сыра 350. Выкладываем хорошую горочку. Нужно обязательно распределить таким образом, чтобы у вас и в хвостике было много сыра. Как если бы мы с вами формировали большой пирожок. Вот так все равномерно распределяем. И сейчас скрепляем, как пирожок. Хорошенечко проходимся по шву. Тесто очень нежное, поэтому оно скрепляется изумительно. Но все равно для контрольного пройдитесь 2-3 раза по шву, чтобы вы убедились, что он у вас хорошо закреплен. Я хорошенечко прошлась. И сейчас будем формировать аджарский хачапури уже на основании. Основание под пиццу будет у нас. Готово. Выкладываем. На тот же пергамент, на котором выпекали мегрельские хачапури, будем выпекать аджарские хачапури. Немножко подпылим мукой. И сейчас не прорезаем до конца, оставляем место для ушек, где-то 5-6 сантиметров. И прорезаем серединочку, так, чтобы мы не касались низа.
Если у вас прилипает, потому что тесто очень нежное, тогда нужно обязательно обвалять лезвие ножа в муке. И сейчас нам нужно будет формировать бортики, поэтому лучше развернуть к себе вот этой длинной стороной. Руки обязательно я подпыляю мукой. И сейчас мы вот таким вот образом, вот так вот оттягиваем, чтобы у нас серединка была округлая. Вот здесь в бортиках должно быть очень много сыра. И вот когда вы растягиваете, тесто становится тоньше, и, конечно же, будет великолепное сочетание. Мало того, что это очень эстетично, это очень красиво, и плюс ко всему это будет очень сытно и вкусно. Духовка должна быть разогрета. И сейчас то же самое мы делаем уже со вторым краем. Вот так сначала поджимаем, формируем бортик и аккуратно отодвигаем в стороночку. Ушки — это именно то, с чего начинается трапеза аджарских хачапури. Поэтому они, конечно же, могут быть чуть-чуть подлиннее. Или вот такие, как у меня, аккуратненькие. Вот так вот. Это самый простой, самый легкий способ формировать аджарские хачапури. И красиво получается. Очень-очень вкусно. Добавляю еще сыр, потому что классические хачапури аджарские — это много-много сыра. Мы боковиночки ничем не смазываем, но обязательно для того, чтобы был красивый этнический такой вот рисунок, символизирующий грузинскую национальную кухню, нам нужно вот так немножечко на края, чтобы попал сыр. Тогда будет очень красиво. Вот посмотрите, как уже все аппетитно и красиво. И сейчас отправляем в духовку. Также выпекаем при 250 градусах 8-10 минут, не больше. И сейчас занимаемся вторым аджарским хачапури. Переворачиваем на лицевую часть. Сверху тоже слегка подпыляем. И нам нужно раскатать эллипс. Все проделываем то же самое. Что это? Аджарские хачапури, мегрельские хачапури в готовом виде можно замораживать. И когда вам нужно, достали в духовке или в микроволновке, разогрели. И как будто только что из печи. Великолепный перекус, великолепный завтрак. Поэтому можно готовить много сразу. И сейчас серединку вот так слегка делаем такое легкое углубление. И сюда отправляем желток. И сейчас еще буквально отправляем в хорошо разогретую духовку на 5 минут. Итак, дорогие друзья, наши хачапури готовы. Вы даже не представляете, какой неимоверный запах стоит у меня на кухне. Хачапури получились очень нежные, воздушные, как пух. Много-много сыра, очень сытные и вкусные. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я желаю вам мирного неба над головой, здоровья и всего самого наилучшего. До новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.